Венеция привыкла к роскоши, но такого город не видел за всю свою тысячелетнюю историю. Представьте, на ваших глазах один человек арендует остров, перекрывает каналы, бронирует лучшие дворцы и превращает город-музей в личную декорацию для свадьбы. Джефф Безос – человек, который начал с книжного магазина в гараже, а теперь может позволить себе все. Даже то, что кажется невозможным. Его свадьба с Лоурен Санчес – это не просто праздник любви, а шоу, которое разделило Венецию на два лагеря. Одни восхищаются масштабом, другие выходят на улицы с плакатами протеста. Где заканчивается мечта и начинается вызов обществу? Добро пожаловать в историю, где миллиарды решают судьбу города, а каждый гость – звезда первой величины. Свадьба века или плевок в лицо – решать вам. Но прежде чем вернуться к пышной церемонии, нужно понять, кто же этот человек, способный арендовать Венецию? Джефф Безос начинал не с яхт и дворцов, а с крошечного гаража под Светлом. В 1994 году он в одиночку зарегистрировал убогую Кадабра, которая через год стала Amazon, онлайн-магазином книг. Всего за год продажи превысили $15 миллионов. А дальше роскошная канва истории. В 2000-х Amazon захватила рынок, а к 2025 году оборот компании превысил $600 миллиардов в год. Сегодня Amazon не просто магазин. Это облачный гигант, владелец киностудии, поставщик потребительской электроники и единственный в мире сервис, способный доставить товар прямо в мысли клиента, если верить амбициям SEO. Но Безос не остановился на Земле. В 2000-м Blue Origin начала строить космические корабли, а в 2021 году миллиардер сам отправился в космос вместе с братом. Он мечтает о городах-станциях на орбите и даже не скрывает амбиции перенести промышленность за пределы планеты. Итак, человек, чье состояние оценивается в $215 миллиардов, приехал в Венецию не просто ради красивых фотографий. За этой свадьбой стоит вопрос, что значит власть 21 века и какую цену она готова заплатить за символический жест любви. Но кто такая Лоурен Санчес, с которой встретился самый богатый человек планеты? Она не просто принцесса Голливуда, а журналистка с 20-летним стажем и настоящий новатор в авиации. Будучи соискательницей золотого микрофона, Санчес заработала одну из своих Эмми еще в 1999 году, когда ее команда взяла награду за UPN News 13 на канале KOCOP TV1. В 2016 году Лоурен основала Black Ops Aviation, первую в мире полностью женскую компанию по аэросъемке для кино и телевидения. Это не просто продакшн. Санчес лично управляет вертолетом, а ее съемочные кадры для самых громких блокбастеров не раз выходили на мировые экраны. Карьера Лоурен взлетала, но все изменило одно задание в 2018 году. Безос пригласил ее команду снять материалы для его космической компании. Именно на палубе его корабля New Shepard и в цехах Blue Origin начался их тандем, который вскоре перерос в нечто большее. 9 января 1919 года оба официально объявили о своих разводах. Безос с Маккензи после 25 лет брака и Санчес с Патриком Вайтселом, одним из самых влиятельных агентов Голливуда. Всего через несколько часов таблоид National Enquirer раскрыл их роман, а мир узнал о союзе двух самых обсуждаемых персон бизнеса и медиа. И вот кульминация. В мае 2023 года Джефф сделал предложение на борту своей роскошной яхты «Кору», судне длиной 127 метров и стоимостью $500 миллиарда. Под подушкой Лоурен нашла кольцо с редким розовым бриллиантом весом 30 карат, оцененное в $3-5 миллионов. Она, по ее словам, на мгновение потеряла дыхание. Предложение на полумиллиардной яхте? Сколько стоит сказать «да»? Роман Джеффа Безоса и Лоурен Санчес давно вышел за рамки обычных светских историй. Но момент, когда миллиардер сделал предложение, стал настоящей легендой. Все произошло на борту яхты «Кору». Не просто роскошного судна, а символа амбиций и статуса.
пору это самая большая парусная яхта в мире, длиной 127 метров. Ее стоимость оценивается в $500 миллиарда. На борту 3 мачты высотой с 20-этажный дом, вертолетная площадка, бассейн, спа-зона и даже отдельная яхта для сопровождения. Интерьеры выполнены в стиле минимализма с элементами японской эстетики, а каждая деталь, от мебели до посуды, изготовлена на заказ. Именно на этой яхте среди Средиземного моря Джефф Безос спрятал под подушкой Лорен Санчес кольцо с редким розовым бриллиантом весом 30 карат. Такой камень – настоящая редкость даже для самых богатых людей мира. По оценкам ювелиров, стоимость кольца составляет от 3 до 5 миллионов долларов. Этот жест стал не просто романтическим моментом, а настоящим шоу силы и возможностей. Ведь для Безоса предложение руки и сердца – это не ужин с присличах, а событие, достойное заголовков мировых СМИ. И здесь возникает вопрос, сколько стоит сказать «да», когда твой избранник – один из самых богатых людей планеты? Цена этого «да» не только в миллионах, потраченных на кольцо и яхту, но и в самом масштабе жеста, который навсегда меняет не только жизнь пары, но и восприятие любви в эпоху миллиардов. План захвата Венеции. Нам нужен не зал, нам нужен город. Итак, с предложением, сделанным на борту полумиллиардной яхты, планка была задана. Но как превзойти такой жест? Ответ был прост, но ошеломляюще дерзок. Выбрать не место для свадьбы, а превратить целый город в декорацию. И не просто город, а Венецию. Почему именно Венеция? Потому что это не просто романтическое клише. Венеция – это символ вечности, искусства и хрупкости. Захватить этот город на 3 дня значит заявить всему миру, что для тебя не существует ничего невозможного. Это был не выбор места, а выбор послания. Для реализации этого плана было приглашено самое закрытое и элитное агентство в мире – лондонское Ланза и Баутино. Основанное итальянскими аристократами, оно известно тем, что организовывало свадьбы для Джорджа и Амаль Клуни. Их философия – это не просто праздник, а создание временной, абсолютно контролируемой реальности для своих клиентов. Их механика для Безоса и Санчес была гениальна в своей простоте. Нам нужен не зал, нам нужен город. Это означало, что улицы, каналы, отели и даже воздух над лагуной должны были стать частью одного большого спектакля. Это означало полный контроль над логистикой, безопасностью и, что самое главное, над впечатлением, которое это событие произведет. Так личный праздник превратился в стратегическую операцию, где Венеция стала не просто местом проведения, а главным трофеем. Локации а-ля карт. Как переписывали карту Венеции? Когда у тебя есть $500 миллиарда на свадьбу, ты не выбираешь из доступных вариантов, ты создаешь их. Первоначальный план Ланса и Баутино был амбициозен даже по меркам элитных свадеб. Главное торжество должно было пройти в Скола Гранде делла Мизерикордия, одном из самых величественных дворцов Венеции. Этот архитектурный шедевр XVI века, украшенный фресками Тинторетто и других мастеров Ренессанса, казался идеальным выбором. Представьте, гости танцуют в залах, где когда-то собирались самые влиятельные купцы Венецианской республики, а молодожены принимают поздравления под сводами, помнящими 5 веков истории. Но реальность внесла свои коррективы. Как только новости о планах Безоса просочились в прессу, Венеция взорвалась протестами. Движение «Нет места для Безоса» объявило о намерении сорвать торжество, и активисты пригрозили заблокировать каналы надувными лодками и устроить осаду дворца. Организаторы поняли – нужен план «Б». И тогда взгляд упал на Венецианский арсенал, древний корабельный комплекс, окруженный мощными крепостными стенами. Если Скола Гранде была символом культуры, то арсенал – это символ власти и защиты. Здесь, за неприступными стенами, можно было создать абсолютно контролируемое пространство, недоступное для протестующих. Но самый дерзкий ход ждал впереди. Для церемонии обмена обетами был выбран остров Сан-Джорджо-Маджоре с его знаменитой базиликой Палладио.
И здесь Безос показал, что значит настоящая власть денег. Весь остров был закрыт для туристов на 6 дней с 24 по 29 июня. Подумайте об этом. Один человек закрыл целый остров с одним из самых знаменитых памятников архитектуры в мире. Тысячи туристов, планировавших посетить базилику, внезапно оказались за бортом. Венеция превратилась в город с запретными зонами, доступными только избранным. Так, 3 локации рассказали всю историю этой свадьбы. От культурного наследия, через военную мощь, к абсолютному контролю. Венеция стала не просто местом проведения, она стала картой власти, где каждая точка имела свое значение. Логистический монстр, когда город работает только на одну свадьбу. Но самое невероятное – это даже не роскошные дворцы, а то, как Венеция буквально превращается в механизм, обслуживающий один единственный праздник. Представьте, 60 водных такси, которые обычно развозят местных жителей и туристов по каналам, полностью зарезервированы для гостей Безоса. 400 гондол, почти весь доступный флот города, становится недоступны для обычных прогулок. А ведь для Венеции гондола – это не просто аттракцион, а часть городской жизни и заработка сотен семей. Дальше больше. В аэропортах Венеции, Вероны и Тревизо ожидают прибытия 90 частных самолетов. Это значит, что в дни торжества воздушное пространство и взлетно-посадочные полосы будут работать с перегрузкой, а обычные рейсы могут задерживаться. Лучшие отели города – от The Aman Palace до Gritti Palace и St. Regis – полностью выкуплены под свадебных гостей. Для туристов, мечтавших о романтическом уикенде в Венеции, это означает одно – все номера заняты, цены на оставшееся жилье взлетели до небес. Сколько людей лишились возможности увидеть город мечты? По оценкам местных туроператоров, только за эти 3 дня Венеция не досчитается десятков тысяч туристов. Для малого бизнеса это убытки. Для жителей – раздражение. Для гостей свадьбы – абсолютный комфорт и приватность. Вопрос остается открытым. Может ли один праздник оправдать паралич целого города? И не становится ли Венеция в эти дни не городом для всех, а ареной для демонстрации того, что деньги действительно решают все? Звездный десант, когда миллионеры всего лишь фон. Если вы думаете, что свадьба Джеффа Безоса – это просто частное торжество, взгляните на список гостей. Здесь каждый персонаж первой величины. Среди приглашенных Леонардо Ди Каприо, Ким Кардашьян, Кэти Перри и Орландо Блум, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Развлекать публику будут Леди Гага и сэр Элтон Джон. Такой состав скорее ожидаешь увидеть на церемонии вручения Оскара, чем на свадебном банкете. Но самое поразительное – не только количество знаменитостей, а их совокупное состояние. По подсчетам западных СМИ, общий капитал гостей превышает бюджет Венеции за несколько лет. Просто вдумайтесь. В этот уикенд в городе соберется больше миллиардеров и мультимиллионеров, чем в любом банке Швейцарии. Ирония в том, что даже они здесь не главные герои, а лишь роскошный фон для еще более масштабного шоу. Город, где обычно миллионы туристов мечтают сделать селфи на фоне гондолы, теперь стал ареной, где миллионеры и звезды – статисты в спектакле одного человека. В эти дни даже самые узнаваемые лица Голливуда оказываются в тени главного события. А Венеция превращается в место, где статус – это всего лишь билет на вход. Вопрос, который остается в воздухе – может ли город, где миллиардеры просто гости, остаться прежним после такого праздника? Или Венеция теперь навсегда станет символом эпохи, когда даже самые богатые люди мира – всего лишь часть чужого сценария? Цена сказки, когда свадьба стоит как годовой бюджет города. Теперь давайте поговорим о цифрах, которые заставляют задуматься о том, что такое настоящая роскошь. По разным оценкам, общая стоимость свадьбы Безоса и Санчес составляет от 7 до 30 миллионов евро. Но что скрывается за этими астрономическими суммами? Начнем с самого начала. Кольцо с розовым бриллиантом весом 30 карат обошлось в 3-5 миллионов долларов.
Это больше, чем годовая зарплата 150 венецианских учителей. Организация торжества агентством Ланза и Баутина – еще $3 миллиона. Цветы и декорации – до $1 миллиона. Питание для 200 гостей – еще $1 миллион. Платья невесты, которых, по слухам, будет 27 – $1,5 миллиона. Парикмахеры и визажисты для гостей – 500 тысяч евро. Но самые крупные статьи расходов – это безопасность и логистика. Аренда помещений, охрана, перекрытие каналов, резервирование водного транспорта – все эти невидимые расходы составляют львиную долю бюджета. А теперь сравним эти цифры с реальными потребностями Венеции. На 15 миллионов евро можно было бы отремонтировать 10 исторических мостов города или профинансировать работу 50 школ в течение года. Эта сумма покрыла бы годовое содержание системы дамб «Моисей», которая защищает город от наводнений, или позволила бы восстановить фасады сотен исторических зданий. Получается парадокс. За 3 дня в Венеции потратят столько денег, сколько город тратит на решение своих проблем за несколько лет. И это заставляет задуматься, не является ли такая свадьба символом эпохи, когда частные желания миллиардеров важнее общественных нужд целых городов. Протесты «No Space for Bezos», когда город восстает против миллиардера. Но пока Безос планировал свою сказку, Венеция готовила ему совсем другой прием. Движение «Нет места для Безоса» зародилось не из зависти к богатству, а из отчаяния жителей города, который уже задыхается от туристического давления. Во главе протестов стала Марта Сатарива, местная учительница, которая превратилась в символ сопротивления. «Жизнь в Венеции становится все труднее», — объяснила Сатарива журналистам. Для нее свадьба Безоса — это не просто частное торжество, а символ того, как город превращается в товар для сверхбогатых, игнорируя нужды 50 тысяч местных жителей. Протесты начались с простых листовок и наклеек по всему городу, но быстро переросли в масштабную кампанию. Активисты развесили баннеры на самых знаковых местах. На колокольне Сан-Джорджо-Маджоре появился огромный транспарант с перечеркнутым именем Безоса, а знаменитый мост Риальто украсил лозунг «Нет места для Безоса». Кульминацией стала акция Greenpeace 23 июня на площади Сан-Марко. Активисты развернули гигантский баннер размером 400 квадратных метров с улыбающимся лицом Безоса и надписью «Если можешь арендовать Венецию для свадьбы, можешь платить больше налогов». Полиция быстро убрала баннер, но послание уже было доставлено всему миру. Но самая драматическая эскалация произошла, когда протестующие пригрозили заблокировать каналы надувными лодками и устроить осаду первоначального места проведения торжества – Скола Гранде делла Мизерикордия. Эта угроза оказалась настолько серьезной, что организаторы были вынуждены в последний момент перенести основной прием в более защищенный арсенал. Мы добились успеха. Наша демонстрация сорвала планы Безоса. Торжествующе заявили активисты в социальных сетях после смены локации. Теперь они планируют масштабную акцию 28 июня на железнодорожном вокзале Санта-Лючия, превратив протест против свадьбы в более широкое движение против войны и социального неравенства. Венеция доказала, даже самые богатые люди мира не могут игнорировать голос обычных граждан, когда речь идет об их доме. Аргументы сторон, когда город делится на 2 лагеря. После того, как протесты заставили Безоса изменить планы, Венеция раскололась на 2 непримиримых лагеря. С одной стороны, мэрия и бизнес-сообщество, с другой – жители и экологи. И каждая сторона приводит свои веские аргументы. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро открыто поддержал проведение свадьбы, назвав ее честью для города. По его словам, 3-дневное торжество принесет Венеции доходы в размере от 15 до 20 миллионов евро. Это деньги от аренды помещений, услуг отелей, ресторанов, транспорта и сотен других поставщиков. Советник по туризму Симона Вентурини добавил: такие события делают Венецию еще более привлекательной для элитного туризма. Бизнес-сообщество города полностью поддерживает эту позицию. Владельцы отелей, ресторанов и туристических агентств
видит в свадьбе Безоса уникальную возможность заработать и привлечь внимание к городу. Это лучшая реклама Венеции, которую только можно представить, заявил представитель Ассоциации ательеров. Но противоположная сторона видит ситуацию совершенно иначе. Жители города утверждают, что миллионные доходы достанутся только крупному бизнесу, а обычные венецианцы получат лишь неудобства. Цены на продукты и услуги в дни свадьбы выросли на 20-30%, а многие не смогут попасть на работу из-за перекрытых каналов. Экологи добавляют свои аргументы. 90 частных самолетов за 3 дня – это огромный углеродный след для города, который и так борется с экологическими проблемами. Greenpeace подсчитал, что выбросы от одной только свадьбы равны годовым выбросам 500 венецианских семей. Получается парадокс. Одно и то же событие одни называют экономическим благом, а другие – социальной катастрофой. Венеция стала полем битвы между двумя философиями – правом богатых тратить деньги как угодно и правом обычных людей на спокойную жизнь в родном городе. Вопрос остается открытым. Кто прав в этом споре? И можно ли найти баланс между экономической выгодой и социальной справедливостью? Свадьба как зеркало эпохи, когда неравенство становится спектаклем. Но свадьба Безоса – это не просто частное торжество двух влюбленных. Это символ нашего времени, когда 1% сверхбогатых контролирует почти половину всех мировых ресурсов. По данным исследователей, в России этот показатель еще выше. 43-56% всех денежных ресурсов страны принадлежат 1% населения. И свадьба Венеции наглядно демонстрирует, как выглядит это неравенство в реальной жизни. Венецианское торжество отражает новую тенденцию свадеб-дестинаций, когда богатые пары превращают целые города и исторические памятники в декорации для личных праздников. Это уже не просто аренда ресторана или замка, это временная приватизация культурного наследия человечества. Как отмечают социологи, такие демонстративные траты служат не столько удовольствию, сколько демонстрации социального статуса. Исследователи называют это явление ритуальной экономикой, где масштаб расходов становится способом заявить миру «посмотрите, кто я такой». Безос тратит на свадьбу сумму, которой хватило бы на 10 лет жизни тысячи семей, но цель не в комфорте гостей, а в послании всему миру о своих возможностях. Особенно тревожно то, что протестующие в Венеции видят в этой свадьбе демонстрацию острого неравенства в мире, символ чрезвычайного богатства и привилегий. Когда частный праздник вызывает социальные протесты, это означает, что общество достигло критической точки терпения к демонстративному богатству. И здесь возникает главный вопрос нашего времени. Если Джефф Безос может арендовать Венецию на 3 дня, то кто следующий? Какой миллиардер захочет провести свой день рождения в Лувре? Кто решит устроить корпоратив в Версале? Где та граница, за которой культурное наследие человечества перестает принадлежать всем и становится игрушкой для сверхбогатых? Свадьба Безоса стала зеркалом, в котором мир увидел свое будущее, эпоху, когда деньги могут купить не только роскошь, но и право переписать правила для всех остальных. Финальный вердикт. Время выбирать свою сторону. Итак, мы прошли весь путь от роскошного предложения на борту полумиллиардной яхты до противостояния на площади Сан-Марко. С одной стороны, мэрия и бизнес, обещающие миллионные доходы и мировую рекламу для города. С другой – жители и экологи, готовые блокировать каналы, чтобы защитить Венецию от оккупации и нагрузок, которые ей не по силам. Кому верить? Тем, кто видит в этой свадьбе шанс вдохнуть новую жизнь в экономику Венеции, или тем, кто считает, что городу грозит социальная и экологическая катастрофа ради частного праздника? Здесь нет простых ответов. Можно восхищаться масштабом и понимать, что даже крупные корпорации нуждаются в разрушении стереотипов, но нельзя игнорировать тот факт, что на этот праздник потрачены ресурсы, которые могли бы спасти школы, мосты и дамбы, на которых стоит будущее города.
А что для вас важнее? 3 дня роскоши и мировая слава или годы стабильности и сохранения уникальной мозаики венецианской жизни? Пока вы думаете над этим, поставьте лайк, если готовы защитить свой город, и подпишитесь, если вам интересно узнать, как еще миллиардеры меняют мир вокруг себя. А в комментариях смело высказывайте свое мнение. На чьей вы стороне? Великого события или великого безобразия?